Всем привет! Сейчас на улице где-то 12 дня. И знаете что? Я решила побегать. На улице очень тепло, солнце светит и не так жарко, ну так прохладненько. Вот. У меня вообще нет спортивной одежды уличной. Вот, поэтому придется бегать в джинсовке. Я еще толстовку надела, чтобы потеплее было. Все, я побегала. Я возвращаюсь домой. Итак, я буду готовить сырники. Я положу половинку банана, потому что надо оставить для украшения. Весь банан весит 130 грамм, получается. В сырники пойдет 95 грамм. Теперь разминаем все вилочкой и добавляем яйцо. Затем это все перемешиваем. Если хотите, можно блендером сделать, чтобы не было вот таких вот кусочков больших. Далее нам понадобится творог. Я положу всю пачку. Так, сейчас посмотрим. Тут точно 200 грамм. Конечно, пастообразный творог намного лучше, потому что легко можно лепить сырники. Тут, короче, 198 грамм. 2 грамма творога осталось вот в пакете. Так, все перемешиваем. Может блендером сделать, потому что, мне кажется, с таким творогом вообще невозможно будет лепить сырники. После взбивания я добавлю муки. Где-то вот столько. Ну вот такая вот масса у нас получается, прям идеальная. И сейчас, получается, мокрыми руками я буду формировать сырники и обжаривать. Но жарить я буду без масла на этот раз. На сухой сковородке. Просто я хочу попробовать без масла. У меня вроде бы сковородка хорошая, не антипригарная, но она новая, поэтому можно попробовать без масла пожарить. С закрытой крышкой, типа как на пару, что ли. Давайте попробуем. И надо жарить на медленном огне, чтобы все пропеклось хорошо. Вот как-то так. Очень миленько получается. Вот я поставила медленный огонь, получается, закрыла крышкой. А пока сырники готовятся, я буду напиваться водой. Потому что я все еще не отошла от пробежки. Знаете, я очень стеснялась бегать, потому что так-то народу много ходит у нас тут. Все гуляют с детьми, либо там школьники, у нас здесь школа рядом. В общем, много людей, короче, здесь находится, и нету такого места, где можно было бы побегать без людей. Типа как парк. Вот, но я все равно подумала, блин, ну это просто оправдание. Я давно хотела побегать, потому что я давно не бегала, хотя раньше я довольно-таки часто бегала и с подружками, и одна тоже бегала, особенно в деревне, вот я любила. Там, конечно, природа, там лес, людей нет, конечно, там бегай, прыгай, что хочешь, то и делай. А в городе, конечно, сложнее немного. Но я поборола свой страх, я решила побегать. Но мне эта пробежка понравилась тем, что там, получается, минуту бегаешь, минуту отдыхаешь, то есть идешь быстрым шагом, минуту бегаешь, минуту опять идешь. То есть, ну, периодически, да, меняется. И, в принципе, это очень хорошо, потому что тебе не придется там 5 минут без остановок бежать. И мне это очень сильно прям подходит. Прям для меня. Мне кажется, для новичков это вообще классно. Я уже пользовалась этим приложением. Я, конечно же, вставлю название этого приложения, чтобы потом мне отвечать в комментариях, что это за приложение. Поэтому я довольна собой, я молодец. И, наверное, я буду уже почаще выбираться на улицу, бегать, вот, ходить. То есть вот одна порция, я посчитала как 2 порции, одна порция у меня вышла вот 209 грамм, тут 204 грамм. По калориям вышло на 270 калорий. Добавлю тыквенных семечек. Там очень много белка, они очень полезные. И на вкус очень вкусные. Мне нравится такое. Вот такой вот красивый завтрак у нас получается. Тут 354 калорий. И я еще себе сделаю чай. Без сахара, конечно же.
Вот вкусняшка. Приятного мне аппетита. Жизненный способ умереть. И так заманивает людей. Очень вкусно получилось. Продышавшись выхлопными газами. Осторожней с ними. Это внезапно. Обычно тебе до меня нет дела. Вот такую вчера запеканку я приготовила. Она очень вкусная, мне прям нравится. Тут у нас, видите? Вот такую вкусняшку я буду сейчас кушать. Это получается у меня обед. Тут примерно 250 калорий, либо 300 калорий. Максимум 300 калорий, в общем. Я еще решила сделать себе чай с медом, с молоком. Вот, и теперь у меня полноценный обед вышел на 329 калорий. Я решила еще кусочек себе положить, потому что я нифига не наелась. У меня получается 542 килокалорий. В общем, запеканку я съела, но чай я не допила. Тут половина осталась. Вот такой вот получается у меня ужин. Огурцы, 1 хлебушек, 2 яйца, сырный соус, 1 сосиска и чай с молоком и с медом. Так, по калорийности у нас вышло 498 калорий. Ну, огурцы я не считала, можно сказать 500 калорий. Вот. И получается за день я наела 1390 калорий. Ну, то есть 1400 калорий. Вполне себе нормально. Я решила посмотреть дораму, называется «Завтра». В принципе, начало интересное. В этом сериале, получается, есть жнецы смерти. Они борются за жизни людей, которые хотят покончить свою жизнь суицидом. Это типа мистика, фэнтези, дорама, боевик и свеженький 2022 год. И все еще выходит. То есть 16 серий, вышло 8 серий. В принципе, очень интересно и прям, не знаю, можно отзывы посмотреть, вроде бы везде смайлики, везде какой-то отклик есть позитивный, поэтому посмотрим. Ну, вроде начинается неплохо, мне нравится. Будем смотреть. Смекалистый паренек. Молодцом. Да. Несмотря на впечатляющее резюме, вынуждены отказать вам в приеме на работу. Наймите! Вы не прошли отбор. К сожалению, вынуждены... Всем с добрым утром. У меня на завтра будут сырники. Здесь 134 грамм осталось. Ну вот, 222 калории. Сейчас я добавлю арахисовую пасту, сгущенку. Вот, и попью чаечек. Вот такой вот красивый, вкусный завтрак у меня получается. Здесь у нас чай с молоком. По калорийности вышло на 404 калории. Очень, конечно, углеводный завтрак у меня получился. Ну, ничего не поделаешь. Приятного мне аппетита. Очень маленький, плачет, да? Очень маленький плачет. О, 58. Он, кстати, не калорийный. Бомж вариант. Нет, не бомж вариант. Еще куличик возьмем. Какой здесь есть свеженький, вот такой вот красивенький.
33 рубля стоит. Давай его возьмем. Он же вкусненький. Яички. На улице был дождь, так свежо, так хорошо. Прям вообще. Как будто я в деревне нахожусь. Вот такой же запах, прям свеженький. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Вот такой вот у меня обед. Здесь у нас гречка отварная 170 грамм, лечо домашнее, огурцы, банан и чай с медом, с молоком. По калорийности вышло на 376 калорий. Вот. Приятного мне аппетита! Вот такая вот рыбка у нас аппетитная получается. Это будет мой ужин. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart. Вот такой вот у меня а-ля перекус, или второй ужин получается. Здесь на 444 калории. То есть куличик вышел на 188 калорий, поэтому, наверное, так много. Купаты вышли на 127 калорий, тут 40 грамм. Целенькую я решила не есть, потому что слишком калорийно будет. Сырный соус я не весь ем, тут 74 калории. Ну, примерно вот как-то так получается. И кофе с молоком. Вот. Приятного мне аппетита! На данный момент я сейчас вешу 87 килограмм. Но когда я первый раз утром встала на весы, я весила 86 килограмм и 900 грамм. Но потом еще разок встала, чисто перепроверка, и оказалось 87 килограмм. В общем, где-то плюс-минус 100 грамм. Но это на самом деле не важно, а важно то, что за эту неделю я не потолстела, потому что я думала, что я потолстела, и я боялась взвешиваться. Вот, и питалась, знаете, так, не считая калорий, получается. Поэтому я очень рада, и надо продолжать худеть. Все-таки я считаю калории, вот, питаюсь на 1500 калорий примерно, ну, плюс-минус, как получится. И надеюсь, в скором времени у меня получится сбросить хотя бы полкило. Спасибо вам большое, огромное за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Давайте худеть вместе. Всем пока!